думаю, некоторые из вас уже, наверное, почувствовали результат моей новой должности на себе. Возможно, кому-то я высылала правки редакторские, кому-то, может быть, даже похвалу. Даже знаю таких лично некоторых. Вот. На самом деле у нас вопрос качества после дедлайнов или наравне с ними основополагающий, потому что лично мне стыдно сдавать плохой продукт клиенту. Мне прямо стыдно, не хочется. Хочется повышать качество, чтобы всем было лучше. Это очень спорный, субъективный вопрос. Очень трудно будет прийти к определенному мнению, что является качественным переводом. Пословный, подстрочник, либо литературный, красивый. У всех разное мнение. Я не пытаюсь выдать идеальную формулу качественного перевода, это не в моей компетенции, к сожалению. Но в своей презентации я попытаюсь обрисовать подход нашей компании к оценке работ, к подбору подрядчиков на проект, к контролю качества, к истории данного вопроса в нашей компании и ее планам на будущее. Вот. Мы называем у себя в компании это QA, Quality Assurance. Многие из вас, наверное, знают, что в некоторых других сферах деятельности это называется Quality Control, Quality Management, но мы называем QA и QA, так уже прижилось. Вот. Я думаю, что все согласятся, что качественный продукт – это обязательное требование рынка. Наши клиенты это подразумевают, начиная с нами сотрудничество. Вот. Им это первая необходимость – качественный товар, качественный продукт. Вот. И как мы все можем догадываться, что неизменно высокое качество работ повышает нас в глазах наших клиентов, повышает нашу способность, количество заказов, деньги, гудзон и все такое прочее. Вот. Возникает вопрос, как же добиться всего этого рая прямо на земле. С нашей стороны, со стороны компании, если смотреть, то наша основная задача правильно проект распределить. То есть дать максимально точно выстрелить в цель, в яблочко попасть, чтобы проект оказался у того человека, как у переводчика, так и у редактора. Для этого нужно определить, кто с такой тематикой, с таким языком справится наилучше всего, лучше всего, точнее, что я. Каким образом мы это понимаем? То есть нам нужна какая-то система, какой-то критерий оценки. Она должна быть объективная при этом. Это тоже такой вопрос очень спорный. Как ее добиться, каким образом? На эти другие вопросы я постараюсь хотя бы попытаться дать понять на этой презентации своей. Как же качество измерить? У нас проекты, как вы, наверное, знаете, если вы редактируете или получаете правки редактора, оцениваются по 8 параметрам. Я о них немножко позже расскажу. Вот. И для максимальной объективности нужно делать среднюю оценку, сборную такую по всем параметрам. Чем больше у нас оценок от проверенных редакторов, которым мы доверяем, тем выше получается объективность. Опять же, вопрос такой, кому мы доверяем, кому нет, тоже очень такой плавающий, но мы стараемся вырабатывать такой пул редакторов, которым мы доверяем и считаем их мнение достойным внимания. Вот. То есть оценка за разные параметры по оцениванию общему имеет разный вес. То есть оценка за форматирование не равна оценке за смысл, и среднее арифметическое не будет равно делению этой суммы на 2. Вот. Что влияет на качество? Ну, в моем понимании, во-первых, конечно, на качество перевода влияет познание переводчиков, редакторов данной тематики перевода, знание языков исходного и целевого. Кстати, знание целевого языка тоже очень важно для перевода, мне кажется. Время, отведенное на работу, безусловно. В сжатые сроки очень трудно выдать на гора классный продукт без ошибок, без никаких проблем. Очень важно навыки работы с ПО. Как говорил Сережа, скорость набора, разные тулзы, навыки, умения, и это все тоже влияет и на скорость, и на качество, безусловно. Какие-то нюансы у каждого есть инструмента CAD. Их тоже нужно учитывать и знать. Важна скорость набора текста, важна скорость поиска в интернете, важно знать, где искать. Не искать долго места, где потом искать что-то, а сразу находить правильные пути. Также, конечно, важно наличие и качество ТМ, которое предоставляет нам клиент, мы вам, а вы потом обратно нам. Знаете ли вы или нет, но нас тоже проверяют постоянно и всегда. Очень многие заказчики требуют выполнять формы в конце каждого проекта. Они подобные наши в каком-то плане, и проектные менеджеры этим занимаются, иногда наши штатные редактора. Очень многие заказчики проверяют нашу работу с помощью редакторов, для которых родной русский язык. И абсолютно все клиенты, если есть Trados или другой CAD Tools, проверяют нас с помощью средств технической проверки. Тот же Xbench и встроенные QA-чеки, допустим, в тег-эдиторе. Это уже стандарт, это уже всеми используется. Вот, кстати, пример чек-листа по проекту, который нам высылает один заказчик. То есть каждый раз Татьяна или Ирина
листик распечатывают, читают, что там написано, ставят галочки, расписываются, сканируют, высылают. Удобно, да? Очень так вот. Время почти очень долго это все занимает. У нас тоже есть своеобразный чек-лист, как вы, наверное, видели на веб-формах. Вот кто-нибудь из вас помнит его содержание? Что там вообще написано у нас на веб-формах? Помните? По пунктам. То есть тут как бы я так сделала специально, чтобы не было видно четко, что там написано. Вот. То есть он у вас перед глазами, каждый раз вы принимаете заказ, он висит, сдаете заказ, он висит, уже как фон, как обои на рабочем столе. Что там написано, что мы там хотим, непонятно. Но у нас есть план. План по решению этого вопроса. У нас будут новые веб-формы. Там все будет, во-первых, нагляднее, во-вторых, проще. И самое главное, в зависимости от каждого отдельного проекта и заказа, чек-лист будет меняться. Он будет, как я понимаю, формироваться самим проектным менеджером. Он будет ставить самые необходимые и важные пункты проверки по каждому заказу, чтобы переводчик каждый раз что-нибудь новенькое, крупным шрифтом, галочки должны поставить и вдуматься, что там нужно сделать по этому проекту точно. И это, наверное, будет самый такой пока что на данный момент важный аспект в проверке качества при сдаче проекта. Ну, краткий обзор проверки качества автоматический. В нашей компании она является обязательной. Каждый проектный менеджер в идеале должен перед сдачей клиента проверить еще раз сам F7, F8, Xbench. Такое неписанное правило, 3 параметра по Традосу должны выполняться. Вот. Мы знаем, что в тегедиторе мы проверяем теги и QA-чеки F8 клавишей, потом проверяем Xbench или QA-дистиллером. Вот. Мы знаем, что нужно применить в Word к целевому тексту, скрыв исходный, один язык, чтобы все прошло успешно. Если я думаю, что, возможно, у кого-то будут по этим моментам вопросы, мы думаем вот с Людмилой Ивановной по вебинарам. Может быть, по QA-дистиллеру мало кто, я так поняла, знает, о чем речь. Сделаем вебинар, покажем, посмотрим, разберемся, будем использовать, будем внедрять. И теперь немножко об истории вопроса. Значит, с 2003 года у нас была такая форма оценки. Просто по каждому проекту или по каждому тесту балл от 1 до 5, а если тест проходит, не проходит. То есть очень такая общеплановая оценка без подробностей, которая не отражает аспектов работы переводчика, не может нам сказать, в чем была проблема, в чем было хорошо по данному проекту. Несовершенно. Конечно, она улучшилась со временем. И до прошлого года использовалась вот такая форма. Пункты, в принципе, параметры оценивания, эти 8 штук, они не изменились до сегодняшнего момента. Это раньше был файл Word, и редактор ставил оценку, писал комментарий, ставил номер работы в форме с оценками. Но в этом году все изменилось еще лучше, в лучшую сторону более. И мы используем файл Excel, как вы, наверное, знаете. Мы сделали из новшеств поля с комментариями внизу, куда редактор в процессе работы может слить то, что накипело. Если хочется привести пример какой-нибудь жутчайшей ошибки, то сюда она вписывается, и проектный менеджер видит, что там полная жесть, и может принять какое-то решение и отправить это переводчику на ознакомление. А у вас такая попадалась форма для составления как редакторам? Вы ее пользовались? Кто-нибудь? Еще не? Да? И как вообще? Удобно? Хорошо, я буду ждать. А? Время занимает, я сама знаю, когда я делаю правки, уйма времени уходит. Но у меня бывает когда желание, когда я что-нибудь просматриваю, так, хочется прямо вот высказаться, куда-то это все вылить, кому-то показать. И вот есть поле. Особенно это удобно, если у нас категория, точнее стадия контроля качества промежуточная. Когда к вам приходит часть проекта, там 1/3, допустим, и вы делаете правки для переводчика, чтобы он их учел, исправил. Вот тогда вот мы тоже используем эту зону нижнюю. Если у вас будут какие-то пожелания, вот еще вот как у Виталия или у Людмилы Ивановны по совершенствованию этой формы, я буду очень благодарна вам за идеи и советы. Будем ее еще улучшать, потому что есть куда, безусловно. Конечно, в итоге мы стремимся прийти к параметру количественному. Там, где будет высчитываться коэффициент по объему текста, каждому виду ошибки будут присваиваться баллы. За повторы этих же самых ошибок везде будут там еще какие-то маленькие коэффициенты считаться. Это все будет суммироваться, то есть это нужно целый алгоритм просчитать. Нужно математиков, наверное, каких-то привлечь, то есть лингвистов, чтобы они оценили категорию по сложности редакторов. Это целый процесс, мы этим занимаемся, у нас это все в планах, и я надеюсь, что в скором времени мы сможем это реализовать, чтобы у нас была вот цифра, которой не поспоришь, которая учитывает все маленькие моменты и нюансы. Но, как я думаю, как у вас, у редакторов возникает вопрос. Вот я форму заполнил, полчаса потратил, покопировал эти все дурацкие ошибки, повыделял там подчеркиванием, цветом, наверное, даже. И дальше, что, куда она пошла? Может, она там осталась
в этой папке целевые файлы болтаться, и так никто и не использовал. Неправда. Форма, допустим, заполнена. А проектный менеджер ее получает от редактора и переносит оценки в TMS. TMS — это Translation Management System. Правильно, Кирилл, я говорю? Да. То есть по-русски СУП, система управления проектами. Там все проекты регистрируются, ведутся, закрываются. То есть это одна общая база с разными аспектами. Вот и аспект проектного менеджмента. На уровне переводчика есть вкладка Evaluation, то есть оценивание качества его работы. Проектный менеджер или я, уже чаще всего я, ставит оценки по каждому параметру от редактора, копирует его комментарии. При этом проектный менеджер или я очень часто модерирует комментарии редактора в сторону сглаживания острых там, ругательств, вычеркиваем какие-то обзывалки, ну, чтобы, если вдруг что, никого не обидеть, ну, мало ли, всякое бывает. А вот какие-нибудь там ошибки даже, может, исправляем. То есть, и убирает лишние слова, не имеющие никакой смысловой нагрузки, чтобы оставить саму суть комментария. Вот. Вот у нас 8 получилось оценок, из них высчитывается средняя, которая вот идет в поле Overall Rating. Этот, кстати, заказ, по-моему, я и редактировала, там было полстранички про какие-то игрушки для собачек, очень простой текст. Вот. И я там что могла, то есть там буквально пару правок, все в порядке. Вот высчитался рейтинг, который пошел уже в сумме к общему рейтингу, будет плюсоваться. Дальше что происходит? Дальше мы высылаем правки переводчику, чтобы он, как мы надеемся, больше таких ошибок не допускал никогда. Такие вот мы наивные немного, но стараемся, по крайней мере. Значит, мы просим правки переводчика прокомментировать. У нас есть для этого столбец специальный. И получаем, ждем с нетерпением, я очень жду, мне даже все записано, кому я что отправила, чтобы посмотреть, как же они отреагируют, очень интересно. Вот. Смотря по реакции, мы видим, насколько был прав редактор. То есть очень часто переводчики писают очень аргументированные, оспаривательные комментарии, и мы думаем, нужно поговорить с редактором уже, а не с переводчиком. Вот. Иногда мы видим, что там правки бесспорные, то есть там какие-то запятые или орфография какая-нибудь, там нет у них аргументов, а они все равно спорят. И тогда мы понимаем, что, наверное, что-то не так. Мы оцениваем таким образом гибкость переводчика, его прилежание, обучаемость. Мы смотрим дальше, повторяет ли он ошибки или нет. Адекватность оценивается иногда. Там тоже бывают такие случаи. Вот. Если переводчик спорит, то мы стараемся как-то осторожнее относиться к таким людям, которые там говорят, у вас там ошибка в ТМ-ке была в фазе матчах, а вы не исправили, это же в ТМ-ке, что ж там орфографическая ошибка, как это, это же уже основа всего, орфография. В общем, так что мы оцениваем реакцию переводчиков очень-очень внимательно на это все. Затем, когда у нас появились, я предыдущий слайд пока показывала, мы поставили по отдельному проекту оценки в базу, они идут в один центр. У нас есть профиль каждого подрядчика. То, что я говорила, что для нас до вчерашнего дня вы были, вот такими вы были у нас. То есть, что серый фон, имя, там, число регистрации, оценки, комментарии. Вот это вот переводчик. Да, вот это вот получается как зеркало, понимаете? И вот у нас профиль подрядчика. Много вкладок, как в браузере, в интернет-браузере. Первая вкладка Details. Там ничего, там адрес, телефон, имя, ничего интересного для нас нет. Не будет она не останавливаться. Вторая вкладка Additional Info. Очень важная для нас вкладка на самом деле. Здесь указана дата регистрации в базе, дата последнего объявления, логин и пароль новой формы, если есть. И общие все комментарии по всем параметрам, общая оценка по каждому параметру и общая вот здесь вот общая самая оценка по всем параметрам. Вот. Тут пролистываются комментарии. Все, Людмила Ивановна, отметьте, пожалуйста. Ваши комментарии вот. Да, вот. И мы тут смотрим, то есть проектный менеджер или я, подбирая подрядчика на проект, мы проклацываем каждый пунктик, прочитываем все комментарии, думаем, чего же нам ожидать в итоге от переводчика. Смотрим, вот тут еще бывают какие-то дополнительные комментарии, которые не вписываются ни в одну из рамок этих 8 штук. Таким образом, все ваши оценки, все ваши комментарии, они у нас тут, и все их читают, все их видят, поэтому очень нам важно, чтобы они были, как говорится, на совесть с галочкой. Вот. А вот профиль нерадивого подрядчика. Таких тут нет, это не зеркало. Таких тут нет, с такими мы не сотрудничаем. Как вы видите, поля с оценками ниже 4 подкрашиваются красным. Как сигнал проектному менеджеру, что осторожно, товарищ опасен. Вот, кстати, Виталий, тут ваш комментарий по переводчику, о том, что нужно внимательно перечитывать текст. Видите?
Так что вы тут тоже поучаствовали. Вот. И когда мы видим, что в процессе уже прошло 10 проектов, оценки невысокие, подрядчик не обучаем, правки шлем, 0 реакции, шлем, мы сначала пробуем немножко оштрафовать, чтобы посмотреть, как там оно будет после штрафа. Дальше не получается, все равно нехорошо. И тогда мы коллегиально, для нас это на самом деле очень такой трудный процесс, собираемся, решаем дальше с подрядчиком работать ли или нет. Нам это трудно, потому что мы в каждого переводчика вкладываем душу, мы думаем, может быть, дать ему другую тематику, или полегче что-нибудь, или без Страдоса. Как-то вот пытаемся его вытянуть, чтобы все-таки использовать для пользы общей. Но когда не получается, все-таки мы убираем в неактивную так называемую часть базы, то есть те, которые при поиске не обнаруживаются по активной части, и кого к проекту нельзя подключить. Таких у нас, конечно, есть и немало, но 3000, да. Ну, как бы, вот. Ладно, будем отвлекаться от грустных мыслей. Вот, пожалуйста, перед вами веса, как говорит Кирилл, по каждому параметру. То есть вот из 100% вот такой процент отведен на каждый из 8 параметров. Может быть, у вас есть какие-то свои взгляды на эти вещи. Может быть, вы считаете что-то более важным, что-то еще менее важным, чем... Если у вас есть какие-то пожелания по поводу процентного соотношения, высказывайте, будем думать, будем взвешивать. На самом деле мы стараемся оценивать пропуски и дополнения весомые, которые влияют, то есть не просто как бы статистические опущения какие-нибудь или добавления, но только те, которые действительно вот реально упущение, цифру забыли, вот цифра была, не перенесли в текст, или какое-то влияющее слово на смысл. То есть только те, которые вот критические опущения, добавления, которые, ну вот, можно в принципе их отнести в категорию смысловых, но с вот таким оттенком. Ну что, идем дальше? Сейчас будет очень интересно, я вам обещаю. Смотрите. Дальше идем по вкладкам. И третья, съехала. Нет, не съехала, все нормально, извините, паникую. Тематики и языки, очень важный аспект. В этом пункте указаны абсолютно все тематики, с которыми подрядчик каким-то образом связан. Либо он с ними работает, либо rejected, вообще нельзя давать. Каким образом они там вообще появляются изначально? Ну, в первую очередь, если подрядчик сдает тесты по какой-то из тематик, сразу появляется эта тематика тут. Если тест пройден, и пройден хорошо, мы ставим статус confirmed, можно давать такую тематику. Если переводчик тематику заявил, но тестов у нас по этой тематике либо нет, либо он не проходил, ставим статус declared, то есть заявлен. Если переводчик заявил тематику, а впоследствии сделал пару работ, может быть даже больше, и оценки очень невысокие, мы отклоняем эту тематику, ставим rejected. Вот. И еще один параметр, если переводчик тематику не заявлял, но мы сказали: Александр, тут такое дело, экология, возьметесь? Возьмусь. Она сама поставляется автоматически с категорией auto, автоматически. Дальше у нас в столбце есть self-rating. Это переводчик при регистрации указывает сам себе оценку, на которую он считает, он заслуживает по данной тематике. Она тоже у нас отражается в базе, все ее видят, все учитывают. Четвертый столбец – это средний рейтинг по категории смысловые ошибки по данной тематике. То есть мы видим, что по медицине у подрядчика 4, по общей тематике 3, вот, и вот как бы оно тоже подкрашивается яркими цветами, вот по туризму 2, ставим rejected сразу. В пятый столбец описывает количество работ, сделанных по данной тематике. Вот 15, 13, 7, 16, прошу прощения. То есть мы видим, сколько работ по данной тематике было сделано, какой у переводчика в нашей компании по данной тематике есть опыт. И последний столбец содержит показатель оцененных работ по данной тематике. Чтобы мы видели, насколько можно параметру средней оценки доверять. Если там 25 работ, уже можно. А если одна, ну, может, не получилось, может, потом получится. Вот. Таким образом, можно более-менее подойти к какому-то близко объективному оцениванию, можно ли или нельзя ли дать тематику такому подрядчику на перевод. Ниже у нас расположена категория родной язык. Мы ставим украинский или русский, или, может быть, когда подрядчик зарубежный, там еще какой-нибудь язык стоит. Вот, чтобы понимать, какой язык родной для человека. И еще ниже являются языковые пары. С какого на какой заявлено, с какого на какой язык подтверждено тестами, к примеру, или большим количеством работ, и с какого на какой язык отклонено. Это все видно. То есть мы не удаляем ничего, мы ставим статус отмена, чтобы ни у кого потом не появилось соблазна снова попробовать еще раз. Вот.
Такая же получается система, как и с тематиками. Дальше, если идти по профилю переводчика, то будет категория price list. Там ничего не там, просто цена и способ оплаты, ничего интересного. Потом резюме. Резюме мы форматируем максимально аккуратненько, чтобы были видны основные ключевые моменты, интересующие нас. То есть то, что связано с переводами или с какой-то темой, мы выделяем, чтобы было видно, что человек вот в этом разбирается. А вот те, что не связано или наоборот как-то ухудшает в наших глазах, ставим красным цветом, чтобы обратить тоже на это внимание. То есть как-то вот пытаемся все привязать к пользе для общего дела. И интересная вкладка Tools, то есть программное обеспечение. Та же система. Подрядчик сам заявляет при регистрации инструменты, либо мы ему даем потом уже софт впоследствии и добавляем категории названия программ. И тоже по мере работы ставим ему статус. Подтвержденное владение инструментом, заявленное. Или вот такие вот пункты мы даже ничего не ставим, потому что их используем очень редко, и пользы от этого проставления статусов практически нет. Вот. Если у вас это все отображается на веб-формах, в принципе, все эти категории, правда, без статусов, вы это видите, можете добавлять, можете что-то убирать, если там лишнее что-то проставили случайно. И последняя, получается, крайняя правая вкладка – это задание и доступность. Тут очень интересный момент. Значит, здесь отмечены абсолютно все заказы переводчика за историю его работы. Их тоже всем видно. Значит, а у нас получается столбцы дата начала, дата дедлайна, то есть когда проектный менеджер закрыл дату переводчику. То есть это не реальное время, когда он сдал проект. Когда проектный менеджер это вот поставил галочку, что проект сдан. Дальше идет задача, допустим, перевод или редактирование, название клиента, название проекта, номер проекта, языковая пара и количество средневзвешенных страниц по проекту. Есть прорисовка по цвету. Зеленые проекты текущие, голубые грядущие, серые, которые сейчас у вас белые, наверное, закрытые, и красные, которые просроченные. Но красные это не обязательно то, что переводчик не сдал, может быть, просто проектный менеджер не успел отметить о том, что проект закрыт. Проектный менеджер может также отсортировать проекты по каким-то параметрам. Они вверху по заданию, то есть перевод или редактирование, по имени клиента, по имени проекта и по языковой паре, чтобы посмотреть, сколько проектов по таким параметрам переводчик делал для интекста и какой там у него оценка, какой опыт и так далее. Ниже пункты доступности. Допустим, мы звоним и говорим: Алексей, возьмите 5 страничек на завтра. Он говорит: Валентина, я до субботы занят. Вот как это все узнают, что Алексей до субботы занят? Тем более, когда у нас 2-3 офиса. Мы ставим здесь внизу параметр откуда, до какого числа, причина, допустим, отдых. И кто параметр... Бодуна еще нет, но это хорошая идея. Кто когда поставил и кем выставлено. Это на самом деле не очень совершенная штука, потому что это нужно для этого позвонить и узнать. Вот. Вопрос такой, как вот мы хотим найти, у нас есть проект, французско-русский, такая-то тематика, такой-то используется инструмент, как найти в базе, каким образом. У нас есть такой сортировщик, там, где менеджер по распределению проектов, либо проектный менеджер сам ищет подрядчика. Он выставляет языковую пару, вид работы, тематику и необходимый кат-инструмент. Родной язык мы обычно не ставим, потому что это не очень принципиальный момент. И самое главное, мы выставляем сортировку. Там есть несколько пунктов, но самое основное это по среднему рейтингу. Есть у нас появляется такой список под эти параметры подходящих людей. И мы смотрим сверху вниз, от самых высоких к самым низким. То есть смотрим в первых строках, есть ли у него какая-то другая работа, можно ли ему что-нибудь еще дополнительно впихнуть или нет. То есть и мы движемся от самых клевых к самым не очень. Вот. То есть вот. Таким образом, все эти оценки, рейтинги влияют на распределение проектов. И если вы кого-то хорошо оценили при редактировании, то потом мы ему еще раз позвоним, что-нибудь обязательно предложим. А если плохо, то уже шансы у него уменьшаются на новый проект. Вот. И такой момент очень опасный, как мы подбираем редакторов. Это такая больная тема, мне очень трудно об этом без слез говорить, но все мы согласимся, что квалификация редактора, по идее, должна быть выше, чем переводчика, чтобы он, как гуру авторитетный, мог
направить переводчика в нужное русло. Поэтому мы стараемся просить о редактировании только переводчиков с самым высоким рейтингом, то есть которые вот как раз наверху в этих клевых местах находятся. То есть если мы вам звоним и просим о чем-то редактировать, это не потому, что вы, как кто-то говорил, козлы отпущения. Нет, потому что мы вам доверяем больше всего, а не тем, которые внизу, которые можно что-то впихнуть. Мы знаем, что не всякий хороший переводчик может так же хорошо, как переводит, отредактировать. У каждого свои взгляды. Многие не понимают требований к редактированию, у многих как бы разные представления, но мы стараемся, по крайней мере, каким-то образом этот пул выделить из наших внештатных сотрудников. Что касается штрафных санкций, это очень такой момент, довольно на самом деле редкий. По моему мнению, мы принимаем решение о штрафе примерно в 30% случаев от того, когда, по мнению, действительно нужно оштрафовать. Когда вот такой кошмарный кошмар, и тем не менее мы чаще всего не штрафуем. То есть мы даем шансы, вытягиваем, даем другие тематики, полегче что-нибудь, но когда уже совсем ничего не действует, мы принимаем решение о штрафе. Размер штрафа зависит от каждого конкретного случая, но обычно это не превышает 10-20% от суммы заказа по данному проекту. То есть, в принципе, там особенно больших сумм кардинальных не выходит, это скорее такой момент психологический, чем материальный получается. И опять же, решение штрафа принимаем только коллегиально. Там такой, получается, у нас оргкомитет, я, Кирилл, Стас, редактор, мы все думаем, что ж тут поделать. Вот когда приходим к решению о штрафе, исполняем его. К новым практически не применяем, мы считаем, что новые еще не втянулись, может быть, не все понимают о наших требованиях. То есть мы стараемся им звонить, обучать, высылать правки, в общем, чтобы не спугнуть. Вдруг и правда человек, как вы говорили, не понял сразу. Но мы думаем, что мы как бы стараемся новых не пугать сразу. И к хорошему, премиям. Мы постепенно пытаемся внедрять премии в качестве постоянной практики, потому что, как вы сами знаете, бывают ситуации, когда вы правите проект совершенно некачественный, и уходит времени в 5 раз больше, чем было бы возможно с нормальным проектом. И в некоторых случаях оплата, которую мы снимаем штрафом с переводчика, мы с удовольствием отдаем редактору. То есть мы смотрим сами, что, правда, файл после переводчика совершенно некачественный, что там видно, что там нужна уйма работы, и что времени больше ушло у редактора, и нам редактор дает примеры ошибок этих вот страшных, жутких. Мы сравниваем файлы, сами все смотрим, оцениваем, насколько низок был уровень, принимаем решение тогда о штрафе и перечисляем деньги от переводчика к редактору. На самом деле не то, чтобы это происходит очень часто, потому что таких жутких проектов давно как-то я не припомню, совсем отвратительных. Но если вдруг появляется, то мы стараемся как-то компенсировать труд и нервы редактора таким образом. И если мы видим, что переводчик стабилен, что у него высокий рейтинг, что он берет объемы, старается, то мы пересматриваем ставки переводчикам в пользу увеличения, чтобы как-то мотивировать дальше, чтобы он не терял восторга. А переводчикам с низким рейтингом, у которого цена необоснованно высока, мы стараемся снижать. То есть мы высылаем правки, показываем, почему мы хотим убрать такую высокую оплату в пользу минуса. Согласна. Согласна, Светлана, нервов никакие деньги не компенсируют. Но это вот небольшое такое отступление в пользу нашей ценовой политики. Какие у нас возникают трудности? Я с вами согласна, очень мало времени выдается на редактирование, на перевод, и очень трудно успеть заполнить качественно всю таблицу с примерами, со всеми категориями, все проставить, очень много времени. То есть, а потом, когда проект приходит, и вы думаете, я как-нибудь потом немножко будет посвободнее, я заполню, все равно не хватает времени и потом, и забывается. Вот это, конечно, небольшой минус. Потом мы эти оценки открываем форму, открываем ТМС, копируем, вставляем, что-то можем ошибиться при копировании, можем поставить комментарии не в ту строку. Это тоже фактор такой человеческий, можно отнести к трудностям. И в контроле качества, опять же, теряется личное общение, потому что если есть эта вот таблица, как-то уже неудобно после нее еще и Ваську написать, допустим, мне как менеджер контроля качества, или там имейл написать, как бы такой раздраженный про плохой перевод, как-то уже вроде форма есть, и все. Поэтому, конечно, момент личный теряется. Но внедрение новых форм, Александр, призвано решить эти проблемы, правильно ведь? Вот. Значит, у нас есть такой план на ближайший год. У нас есть план. Значит, сделать новые веб-формы. Новые, в общем, быстрее, выше, сильнее. Там будет, прямо в этой веб-форме, будет интегрирована система оценивания для редакторов. То есть вы, сдавая проект, у вас всплывает какое-нибудь окошко, вы там оценочки поставили, комментарии,
и все вместе сдали. То есть никакие отдельные файлы, да, правильно я говорю? Никакие отдельные файлы, все как-то должно быть быстрее и удобнее, как я очень надеюсь. Опять же, то, что я говорила, отдельный чек-лист для каждого проекта, сделанный более краткий и более по сути. То есть более такой, как это называется? Точечный, в общем. Вот. И что самое важное, такой мини-форум, как чат, как вот для обмена сообщениями по отдельному проекту переводчика, редактора, менеджеров распределения, по контролю качества, чтобы как бы был какой-то... И опять же, это все хранится, это все потом можно будет посмотреть и выяснить, в чем причина хорошего или плохого перевода, где корни растут. Так что я надеюсь, что у нас это все получится внедрить. Я бы хотела какой-нибудь получить от вас по этому вопросу фидбэк. Может быть, у вас какие-то есть еще взгляды, может, мы чего-то не учли, может быть, что-то нужно устаканить еще, модифицировать. В общем, мы ждем от вас в любое время дня и ночи. Ночью я проснусь и буду рада вас, если вы позвоните, услышать. Мой номер у вас есть в брошюре. Вот, какую-нибудь какую-то гениальную идею по качеству, потому что я еще молодая, вот только закончила университет, и мне хочется что-нибудь сделать, а нужен же опыт, кроме всего прочего, кроме энтузиазма. Поэтому как раз ваш опыт нам вместе, может быть, поможет добиться, чтобы вам это было быстро и удобно, и тем не менее объективно и применимо для бюро, для нас. Так что большое спасибо за внимание, буду рада пообщаться на эту тему в любое время.